Не, ну а чё я все про айфоны, да про айфоны, правильно? Привет, друзья! Сегодня поговорим не про iPhone, сегодня поговорим про новенький Pixel 5a. Небольшой опыт использования, недостатки, достоинства и все то, что полезно знать перед покупкой. Также вдобавок к смартфону я купил новые Pixel Buds, про них я тоже расскажу и ровно такие же подарю кому-то из вас. Подробные условия конкурса будут в конце ролика и в описании. Начнем. Комплектация не самая бедная, тут вам и скрепка, и кабель Type-C, и переходник на Type-C с Type-A, и даже мощный блок питания на 18 Вт, и то есть в коробке. Правда, с американской вилкой, но благо переходники изобрели давно. И сразу информация для истинных фанатов, наклеек в коробке нет. Внешний вид. Из важных нововведений по сравнению с предыдущими моделями это металлический корпус с тонким напылением. Теперь можно смело отказаться от защитного кейса, но не от стекла, потому что здесь стекло хоть и закаленное, но это всего-навсего Gorilla третьего поколения, и разбить его не составит никакого труда. Смартфон имеет не самые маленькие габариты, это стоит учитывать. Он больше, чем iPhone 12 Pro и 11, а если точнее, он длиннее. По ощущениям, Pixel 5a напоминает Xperia 1, который такой же узкий и вытянутый. В целом это неплохо, местами даже приятно, например, смотреть широкоформатные ролики или листать ленту в Инстаграме. Да. Смартфон легкий, после iPhone 11 и вовсе кажется каким-то макетом, но это, как вы понимаете, большой плюс. Из особенностей корпуса могу также отметить странный, но приятный зеленый цвет, который почему-то называют черным. Имеется сканер отпечатков пальцев, и вследствие давно забытое чувство, когда нужно искать пальцем сканер и постараться не задеть модуль камер. Но, как всегда, день-два и привыкаешь. К слову, по скорости сканера вопросов нет, распознает быстро и практически всегда, но хотелось бы, конечно, иметь альтернативу в виде разблокировки по лицу. Из внешних интерфейсов было крайне приятно обнаружить 3,5 мм разъем. Не думаю, что многие из вас по-прежнему гоняют с проводными наушниками, а вот в машине с кабелем AUX вещь полезная. Также из приятного здесь очень неплохие стереодинамики и рифленая кнопка питания оливкового цвета. Таким удобным выделением по цвету и структуре, я думаю, компания пыталась компенсировать наитупейшее расположение боковых кнопок. Владельцам пикселей, наверное, не придется привыкать, а вот после айфона будет тяжко. Первые 2 дня я постоянно блокировал экран вместо регулировки громкости. Немного про сам экран. 6,34 дюйма, соотношение сторон 20 к 9, разрешение Full HD+, и, внимание, тип матрицы OLED. В роликах про iPhone я говорил, что не фанат такого типа матрицы и всегда предпочитаю IPS. Pixel не стал исключением. Этот экран лично для меня вырвиглазный, очень много насыщенности, практически незаметного шима, который мои глаза все же улавливают, и это, наверное, единственная причина, по которой я бы не смог пользоваться Pixel 5a как основным. Но если вам OLED нравится, то, скорее всего, вы будете в восторге, особенно при просмотре фильмов, обработке фотографий и чтении в ночное время. Также стоит отметить, что рамки вокруг экрана тонкие, в верхнем левом углу имеется симпатичный вырез под камеру, о ней мы поговорим чуть позже, и если подытожить по внешнему виду, хочется отметить, что смартфон имеет минималистичный и, что немаловажно, узнаваемый дизайн. Нравится, как выглядит квадратный блок камер, аккуратный логотип компании, скругленные края и симпатичная кнопка питания. Из минусов не очень прикольно, что корпус хоть и матовый, но следы от пальцев собирает очень охотно, а разъем для наушников хоть и радует своим наличием, расположен на верхней части корпуса. Следующий пункт в моем сценарии — это камеры. Но что тут скажешь? Пиксели всегда славились своими крутыми фото и видео возможностями. В 5a ровно 2 модуля, основной и ультраширик, и первый и второй фотографируют и днем, и ночью просто на высшем уровне. Фотографии получаются настолько качественными, что при их обработке остается лишь применить какой-нибудь ваш любимый фильтр и поделиться в соцсетях. Офигенно!
Интерфейс камеры интуитивно понятный, но не настолько, как в айфонах, стоит это признать. Зато есть быстрый запуск приложения по двойному нажатию на кнопку питания, и это, если честно, дико удобно. По видео здесь также все окей, качественная стабилизация присутствует, есть даже возможность выбрать ее интенсивность, но при этом жертвуя углом обзора. Имеется возможность снимать вплоть до 4К 60 FPS, но только на основном модуле. На ультрашироком модуле доступно максимум 30 FPS 4К. Но в такой огромной бочке с медом имеется не менее большая ложка с дегтем. Дело в том, что при съемке видео спустя минуту, Карл, смартфон перегревается и перестает снимать, пока не остынет. Возможно, с обновлениями все это дело исправят, но на сегодняшний день проблема есть. Имейте это в виду, и это на самом деле напрягает. В остальном и для Cinematic, и для сторисов в Instagram качество здесь более чем достаточно, но до айфона, если честно, далеко, хотя нужно проверить на деле. Что думаете, может быть, сравним его с каким-нибудь ближайшим конкурентом, например, с 11-м айфоном? Напишите, если интересно. Ах да, фронтальная камера здесь получила те же алгоритмы обработки, что и основные модули, поэтому и днем, и ночью фотографирует даже лучше, чем некоторые основные модули у конкурентов. Правда, видео записывает максимально Full HD, но, как правило, больше и не нужно. Производительность. Pixel 5a это точно не про игры, вернее, не про тяжелые игры в 60 FPS. Здесь бюджетный процессор, но который в паре с чистым андроидом позволяет молниеносно серфить в интернете и внутри системы, не менее быстро открывать приложения и запускать простые игрушки без какого-либо намека на лаги и подтормаживание. Если планируете рубиться в танки, в Call of Duty или в PUBG Mobile, то сорян, ребят, не в этот раз. Памяти здесь тоже предостаточно, 6 гигабайт оперативки, 128 гигабайт встроенной, интерфейс приятный, интуитивно понятный, понравилась реализация жестов ровно как в iOS, и нет, это не сарказм. Немного про автономность. По цифрам здесь все неплохо, аккумулятор увеличился до 4680 мАч, и, о спасибо Google, смартфон можно смело отнести к долгожителям. 7-8 часов экрана или 1,5 дня активного использования без проблем. Учитывая, что смартфон тонкий, легкий, да еще и имеет быструю зарядку, это не может не радовать. Из несерьезных минусов могу отметить лишь отсутствие поддержки беспроводной зарядки, но лично меня это не волнует. А вас? Дайте знать в комментариях. Что еще? NFC тут есть, это вам не Xiaomi. Имеется приятный вибромоторчик и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Также, учитывая, что это Pixel, вы будете первыми получать свежие версии Android, причем довольно продолжительное время. Такой приятной фишки, как безлимитное хранилище для фото, больше нет. Будьте любезны оформить платную подписку. Более подробные технические характеристики вы видите на своих экранах, можете поставить на паузу и изучить, а я пока вкратце расскажу про Pixel Buds. Во-первых, про стоимость. Купил я наушники на официальном сайте Google Store за 99 баксов, плюс налоги, плюс доставка до РФ. Здесь в России наушники сейчас неофициально можно купить плюс-минус за 15 тысяч рублей. По комплектации все просто. Сами наушники в кейсе, провод Type-C для зарядки, комплект сменных амбушюр, макулатура и никаких стикеров. Продаются наушники в бело-оливковом, как у меня, и полностью белом вариантах. И тот, и другой выглядят прикольно, как по мне. Корпус кейса невероятно приятный на ощупь. Это матовый пластик, внутри которого скрыт световой индикатор, а на тыльной стороне расположена кнопка для активации Bluetooth. По габаритам кейс чуть больше, чем у AirPods первого поколения, а наушники наоборот. В кейсе установлены очень сильные магниты, наушники не выпадают даже при сильной тряске, к слову, как и из ушей. За счет силиконовых фиксаторов, как бы вы ни трясли головой, вероятность, что они выпадут, крайне мала. По автономности все хорошо, с момента покупки я еще ни разу не заряжал их, учитывая, что подкастов было прослушано много. Звучат хорошо, больше подойдут, наверное, любителям рока и классической музыки. Лично мне не хватает низов, но тут сами понимаете, пока сам не послушаешь, не поймешь. Активного шумоподавления здесь нет, но за счет того, что это простые силиконовые затычки, слушать музыку в метро и в самолете намного комфортнее, чем в AirPods первого поколения. Микрофоны, как по мне, среднего уровня, но не хуже, чем у наушников от Apple. Переключение треков по тапу на корпус, датчики приближения и стабильное подключение к смартфону имеются. К слову, при подключении к Pixel появляется изображение, уровень заряда и дополнительные настройки устройства. При подключении к iPhone нет никакой магии, но в виджетах заряд отображается, и на этом спасибо. Ну а что касается более подробных характеристик, то выглядят они следующим образом.
Ну а теперь самая приятная часть ролика — конкурс. Для участия вам нужно всего лишь подписаться на канал и написать любой комментарий по теме. Также желательно, но не совсем обязательно, подписаться на наш инстаграм, чисто по-братски, да. Более подробную информацию найдете в описании к этому ролику. Я с вами не прощаюсь, участвуйте, выигрывайте и скоро увидимся. Пока.